Здравствуйте, друзья! Вы меня очень часто просите рассказывать продолжение о тех цветах, которые я вам показывала, что-то с ними делала, например, пересаживала, или была какая-то реанимация. Ну, в общем, продолжение истории об этих цветах. Сегодня у нас на канале два Лас-Вегаса, Arcs Ray и Magic Art. Ну, Magic Art просто пусть постоит на фоне, о нем буквально два слова. Это первое домашнее цветение. Покупала я его летом. Мы с вами его тоже пересаживали, смотрели, он зацвел. Первое цветение у него вот всего 3 цветочка уже открылось. Еще есть один бутончик, 4 бутончика. Хочу вам сказать огромное спасибо, что очень внимательно смотрите канал и задаете вопросы. В прошлый раз, когда я показывала такие же свои цветочки, кто-то спросил: у вас есть вода в горшочке, это мокрые пяточки? Нет, это не мокрые пяточки. Просто когда я делаю полив цветов, у меня, например, на вот этом столе, он у меня большой. Если вы видите маленький кусочек, это не значит, что он такой. Он у меня огромный стол, почти 2-метровый. Поэтому я чаще всего выношу цветы на этот стол, наливаю в горшочек воды, потом поднимаю, сливаю воду, но не всегда удается дождаться того момента, когда абсолютно вся вода стечет с керамзита. Поэтому, когда я ставлю назад на полочку, что-то стекает немножко и там остается. Никак не касается корней, абсолютно. Поэтому, ну, просто получается небольшое испарение. Но при этом все равно керамзит просыхает быстро. Вот смотрите, там водичка есть, а корни практически сухие. Растут новые. Что-то ему не понравилось. Он сбросил эти корни, но при этом растет. Хорошие идут новые, молодые корешки. Он цветет. Еще то, что касается воды. Сейчас зимой я на мокрые пяточки, прямо на мокрые пяточки, когда вода выше уровня второго горшка, я не ставлю. Единственное, что я сделала в Новый год, ну, перед Новым годом дня за 3-4, это я налила воды на полках, в орхидеи на полках, где очень хорошее освещение. Ни в коем случае не на подоконниках, где все равно прохладно. Я налила воды под уровень горшка. Вода корней не касалась. И я их не поливала 20 дней. Ну, новогодние праздники, вы все понимаете. Даже некогда заниматься орхидеями. Пробежалась, посмотрела, все хорошо, водичка там еще есть. Это не мокрые пяточки, это просто действительно увлажнение какое-то, чтобы там, где стоят при хорошем освещении, они очень быстро корнями, листиками, вот корнями впитывают эту влагу, листьями испаряют эту водичку. И им, ну, в обычных условиях я их там раз в 7-10 дней поливаю. Здесь я понимала, что мне 20 дней будет не до полива, причем такого основательного полива. Поэтому я налила, не касаясь внутренней части горшка. И они у меня прекрасно простояли. Дождались, пока я их через 20 дней основательно полью, а это просто уже водичка стекает, которая с керамзита. Это не полив и даже не полноценное испарение. Это вот я вам показала корни, они совершенно сухие. Но водичка там присутствует, не касаясь корней. Все отставляем. Пусть стоит. И продолжаем с Лас-Вегасами и Arcs Ray. Два Лас-Вегаса. Покупала я его в посадке в один горшок. У очень многих он пропадает. Один пропадает, пересаживают, пропадает второй. Ну, в общем, считается, что он очень капризный, нестабильный сорт. Когда я его разбирала, посадила в 2 горшка,
написали, что ну зачем же вы их посадили в 2 горшка? Надо было так в одном и оставить. Но я именно хотела проэкспериментировать. Если я их посажу отдельно, выживет ли каждый? Потому что вместе посадить, да, красивая может быть посадка, красивое может быть цветение, но мне именно хотелось посмотреть, как они будут расти отдельно. И посмотрите, 2 кустика. Причем, когда я их рассаживала, по-моему, даже вам не показала, но себе написала, вот у меня написано Лас-Вегас С и Лас-Вегас М. 2 кустика оказались разные. Разные в каком плане? Поэтому было видно, что кустик молодой. По кочерышке, которая была внутри горшка, было понятно, что этот прямо молоденький-молоденький, у него нет там большого основания, с которого уже листы отпадали. А этот был старенький, у него вот такая была внутренняя уже часть, вот этот вот стволик, кочерышка, как мы ее называем. То есть я написала 1 старый, 1 молодой, чтобы посмотреть, как растет старый, как растет молодой, какой из них растет лучше. Молодой растет лучше. Молодой уже исхитрился выпустить 2 листика, и оба уже большие, а старенький тоже выпустил 2 листика, но 1 еще маленький. Но корни у 2 Лас-Вегасов, посмотрите, растут и здесь, и у старого. И точно так же у молодого. Вот они, корешки, которые растут от шеи. То есть они растут, хорошо себя чувствуют. Я их недавно поливала. В горшках тоже есть хорошие корни. Наряду с этим есть, это я видела, есть плохой корень. Вот он. Но ничего я сейчас делать с ним не буду. Да, гнилой корень. Вполне возможно, что и у старого, и у молодого Лас-Вегаса есть корни, которые он решил отсушить, сбросить, загноить. Но при этом в горшке тоже есть прекрасные раскукленные корни. Он растет. Вот здесь где-то тоже был плохой корешок. Вот ниточка от корешка осталась. Ну, в остальном корешки нам видно, все растет, все продолжает расти. И вот у молодого, сейчас покажу вам так, чтобы было видно, тоже хорошие корешки. Поэтому 1 стоит под искусственным освещением на полке внутри комнаты, то есть глубоко в комнате, не достается ему никакого солнечного освещения. Другой стоит на подоконнике, тоже под искусственной, под обыкновенной светодиодной лампой. Никаких ни мини-фермер, ни Марс-Гидро. Нет, они стоят под обыкновенными, самыми простыми светодиодными лампами. Но этот 1 стоит на подоконнике. Вот для этого я это и сделала, и смотрю, как они себя будут чувствовать, кто будет лучше расти, в каком месте. Ну и ждем весны. У нас февраль — это уже практически весна. К весне оживают все. Даже те, кто сейчас находится зимой в ступоре. Ну а в ступоре у нас находится Аркс-Рэй. Лас-Вегасы убираем. И наш многострадальный Аркс-Рэй. Про Аркс-Рэй у нас есть плейлист. Мы с ним возились, по-моему, с прошлой весны. Ну, что-то, в общем, короче, очень долго, даже уже не помню. Долго, очень долго. Я его купила, понимая, что это будет сразу реанимация. Потому что в горшке, ну, там был виден 1 какой-то живой корень. А остальные были вот коричневые, сгнившие корни. Мы его с вами сразу же разбирали, смотрели, что там у него осталось 2 корня. Через неделю 1 корень тоже превратился в скользкую такую субстанцию. И у него остался 1 большой корень. Кстати, весь плейлист я вам оставлю тоже, чтобы вы посмотрели. А здесь по возможности с этой стороны будут возникать картинки, ну, или реанимации, или как он цвел. Ну, в общем, какие-то картинки об этом цветочке.
Просто маленькая его история. Потому что кому-то не захочется смотреть длинный плейлист, хотя там все, я каждый месяц вам его показывала, рассказывала до пересадки. Но после пересадки вот очень долгое время не показывала. И с этого одного единственного корня у нас началась развиваться корневая система. Да, он был обработан Максимом. Обязательно, потому что столько гнилых корней невозможно не обрабатывать Максимом. Но если у кого-то, конечно, Максима нет, большие сложности с этими гнилыми корнями, большие сложности с тем, чтобы нарастить корни. Но хочу вам сказать, мне очень приятно, что мои подписчики абсолютно из разных близких и далеких стран начали общаться друг с другом, подсказывают. Даже в Прибалтике, даже на Украине, в Израиле нашли группы архаманов в своих странах, делятся всякими разными препаратами. Например, в Израиле научились, ну кто-то, конечно, подсказал, не буду рассказывать, кто что, но если интересно, поищите, кто общается прямо под каждым видео есть какие-то общения. Подсказали, что из Израиля можно написать на Украину и выписать в украинском интернет-магазине и Максим, и Фундазол, и разнообразные препараты. В общем, мне очень нравится, что вы общаетесь и делитесь своими вот этими тонкостями, хитростями и знаниями, и возможностями. Так что при желании, да, еще в Германии девочки пишут, что даже в Германии можно найти привикур. Знаю, что в Штатах называется, например, фундазол, он называется не так, но о фундазоле я вам прямо сниму целое видео и расскажу. И в Штатах тоже есть фундазол. То есть можно найти все, что угодно. Было бы желание. Но дальше, опять же, Наташа Маркс-Рей. Он был обработан Максимом. 4 месяца после обработки я ничем, когда у меня стоит орхидея на наращивании корней, а тем более на реанимации, я ничем не обрабатываю, потому что, ну, по каким-то секретным данным в Максиме есть небольшое количество какого-то гормонального средства. Где-то я об этом прочла, к сожалению, у меня быстро исчез этот файл, ну, не смогу вам рассказать, где это точно, но не янтарная кислота, это точно. Янтарная кислота не является гормональным средством. Может, там ребаф, может быть, что-то, не знаю. Но где-то прочла. Причем на хорошем ресурсе, который пишет действительно с научной точки зрения. Поэтому после обработки Максимом я 4 месяца ничего с ним не делала. Вот он у нас растил 2 или 3 месяца эти корни. Потом мы с вами его посадили. Да, есть сложности вот у таких орхидей, причем очень многие написали, что Аркс-Рей пропал и вообще не смог вернуться к жизни. У кого-то гниль по стволу, у кого-то корни сгнили, не смогли нарастить. То есть растение само по себе очень проблемное. Но, может быть, мне повезло, что оно не такое проблемное, хотя корней у него не было. И после посадки он притих сначала. Зелень есть в горшочке, потому что стоял он у меня под освещением Марс Гидро, а Марс Гидро это практически солнечный свет, а под солнечным светом всегда есть зелень в горшке. Поэтому здесь плохо видно корешки, но они есть. Ну, давайте вот на этот корень большой смотреть. Вот есть большой корень, который уходит вовнутрь горшка. Давно не поливала, поэтому корешки все у меня серебристые, сухие. Ну, он и сверху выпускает хорошие корни. Вот даже она не сверху, откуда-то там прошло вниз, потом вернулось, стал воздушным. Он растет, но очень медленно. А вот еще какой корень начал расти. Вот видно в горшке, вот большой корень начал расти от шеи. Потом появилось вот такое сухое, ну как бы начал листик отсушивать. Но здесь я вообще ничего не делала.
Вот появилось у него сухое место. Видимо, этот корень прорвал здесь листик, и он засушил этот краешек. Здесь я ничем не мазала, ничего не трогала вообще. Вот даю ему возможность жить так, как он хочет. Единственное, что я сейчас делаю, я и эти, и Лас-Вегасы, и Аркс-Рэй поливаю с удобрениями. Я их не стимулирую к цветению. Я поливаю вот таким удобрением Фертика, универсальным, даже не цветочным. Разводится это удобрение 2 грамма на литр. И через полив я их просто удобряю. Скоро весна. Они скоро почувствуют эту весну и сами начнут расти. Но помочь им в этом росте я все-таки стараюсь. Это удобрение из равных количеств. Сейчас, давайте я вот сюда положу его. Равные количества 18, 18, 18 азота, фосфора и калия. И богатый состав, ну здесь мелко написано очень, но богатый состав микроэлементов. Вот это все, что сейчас я применяю к этим 3 цветочкам. Мне очень хочется, чтобы они сейчас нарастили корни, зеленую массу, вот эти маленькие листики, чтобы стали хорошие, такие уже побольше. Аркс-Рэй он большой сам по себе. У нас вот осталось-то всего 2 листа. Вот эти 3 он уже новеньких нарастил. Он сейчас очень хорошо откликается на хорошее освещение. Прямо заметно. Знаете, принесла его, поставила под лампу Марс Гидро, то он как-то в эту сторону наклонялся, а то он сразу вот эти 3 новеньких листика поднял к свету. Поэтому растение живое. Будем надеяться, что только к осени, после того, как он все это нарастит, хотя очень медленно это делает, он зацветет. Ну вот такие у меня хорошие новости о реанимашках и о Лас-Вегасе. Если дальше интересно узнать, если и дальше интересно узнать об этих орхидеях, подписывайтесь на канал. Я все вам обязательно расскажу. Увидимся на канале.